3 июля Республика Беларусь отмечает очередную годовщину своей независимости. Или, может, следует, учитывая экономическую ситуацию, писать это слово в кавычках? Мы уже говорили об этом в июне, давайте продолжим тему. 2 июля, накануне праздника белорусской государственности, Александр Лукашенко выступал на торжественном собрании по этому самому поводу. Вот что он сказал. Что вы слышите в этих его словах? Беларусь поднимали из руин и пепла приехавшие к нам жить и трудиться люди из самых разных уголков Советского Союза. Многие из них создали здесь семьи, построили дома, обрели вторую родину. Вросли в эту землю, что называется, корнями нового родового древа послевоенного поколения. Я лично слышу признание того факта, что без советского интернационализма Белоруссия, по которой катком прошлись гитлеровцы, вообще никогда бы не ожила. На этом фоне следующие фразы Лукашенко звучат как призыв к воссоединению. Или все-таки нет? Все это связало поистине кровными узами наш народ с народами СССР. Именно поэтому словосочетание «братские народы» для белорусов не пустой звук и не фигура речи. Это славянское единство никогда и никому не удастся разорвать и победить. Мой предыдущий ролик о вероятном вхождении Республики Беларусь в состав России был многими воспринят в штыки. И хотя лайков под ним в несколько раз больше, чем дизлайков, многие там разорялись, мол, да ни за что и никогда. Вот что мне писали в комментариях. Абсолютно откровенно для всех объединителей и россиян напишу: карьера любого политика в Беларуси, выдвинувшего мысль о вхождении в состав Российской Федерации, будет тут же окончена. Это реальность. А ваши комментарии областью, округом, автономии только агрессию вызывают. Нам, белорусам, это не всралось. Вы уже Украину присоединили. Нас тоже будете частями присоединять. Часть белоруса будет с радостью взаимно вас резать. Читаешь комментарии, становится страшно. Глазом не успеешь моргнуть, как твою родину сотни тупых баранов отдадут за будь здоров. Поверьте, люди, в России нет ничего хорошего. Если мы туда попадем, все будет гораздо хуже, чем есть сейчас. Как вы этого не понимаете? За что моей Беларуси такая страшная судьба? Ничего не напоминает? Сама я крымчанка, дочь офицера, то есть сама я литвинка, правнучка Янки Купалы. Не буду отвечать каждому, а то ролик растянется на 3 часа. Отвечу всем скопом. Во-первых, реальное отношение белорусов к воссоединению с Россией можно узнать не от безымянных комментаторов YouTube, часть из которых наверняка пишущие за 3 копейки евроукры, а из социологических опросов. И Лукашенко данные социологии наверняка известны. Так что вы можете тут кукарекать сколько угодно, на реальность это не повлияет. Во-вторых, огромное число белорусов работают в России. И не просто работают, а оседают у нас. Женятся, покупают жилье, остаются. Назад не рвутся. Почему? В Белоруссии очень туго с работой. Известно мне и состояние дел в белорусских селах, где в школах по 3 детей на класс. Давайте будем честны. Белоруссия просто не тянет независимость. Она и не по карману. Зажиточные минчане могут верещать, что это не так, потому что опыт зажиточных киевлян их ничему не научил. Но у белорусской провинции свое мнение насчет независимости. Европа самый лучший, отличный для народа вариант, кудахчат в комментариях к моему первому ролику на эту тему. Такой писать может или платный инагент, или альтернативно одаренный человек. Ладно, если Украина вас ничему не научила, то взгляните на прибалтов. Вы знаете, что там творится? Я вам процитирую. Всего за 27 лет мы лишились почти 1 миллиона жителей Литвы. Не стал скрывать серьезной ситуации директор Европейского института при Каунасском технологическом университете Вигаудас Ушацкас. Он признал, что из страны бегут трудоспособные люди в возрасте от 15 до 64 лет, тогда как число уехавших пенсионеров в 2016 году составило лишь 1% от общего количества эмигрантов. Согласно свежим данным, в 2017 году Литву покинули 57 200 человек, что сравнимо с населением пока еще существующего города Алитус. Главная причина эмиграции – упадок экономики. Ребята, это ждет и Белоруссию, если она не будет жить по средствам. То есть не урежет расходы и не нарастит доходы. В ЕС белорусские товары, давайте будем откровенны, не нужны никому. Вы и без меня это знаете.
Российский же огромный рынок поглощает практически все. Но это будет продолжаться лишь при условии, что Москва будет твердо уверена, что Минск не воткнет нож в спину, отказавшись от боговекторности. Знаете, почему семья Ельцина живет и не бедствует в России, хотя десятки миллионов россиян ее ненавидят? Потому что Путин в свое время дал ей гарантии, и он держит свое слово. И если завтра такие гарантии будут выданы Лукашенко и его семье, который продолжает торговаться, то белорусские СМИ, поверьте, сменят пластинку, и через год на референдуме о воссоединении с Россией народ проголосует точно так же, как на выборах президента Республики Беларусь. Понятия не имею, как это будет оформлено в плане пиара, но это реальность. В популярных политических телеграм-каналах уже вовсю обсуждают грядущую схватку за Белоруссию. Схватку не военную, конечно же, а подковерную, политическую. Она приближается. И публичные выступления Лукашенко это подтверждают. Москва торопится сменить Сурикова. Суриков разделил с Зурабовым место самых худших дипломатов России. Бабич в процессе согласования. Лукашенко опасается у себя сильного посла и тянет. В 2005 году Лукашенко аннулировал агремон на российского посла Дмитрия Аяцкого, который так и не доехал до Минска. Россия несколько месяцев была без посла. Кандидатура Бабича обсуждалась во время последнего телефонного разговора президентов. Пока не очень ясно. Президент торопится до думских каникул назначить сильного дипломата на белорусский фронт. Именно фронт. В ближайшие месяцы начнется жесткая схватка за Белоруссию. Между тем Лукашенко звонил президенту. На словах он согласен на наши условия с небольшими оговорками. После Киргизии, Армении и Казахстана Белоруссия готовится к зачистке элит и переформатированию внешней, а главное внутренней повестки. Ну а напоследок я вам покажу видео, которое нанесет несовместимую с жизнью травму всем змагарам. Снято в белорусском Гродно после победы сборной России по футболу над испанцами.